Добрый день, уважаемые зрители, посетители моего канала, уважаемые гости. Я продолжаю свои видео на тему рунической магии. Меня попросили о вызовах, как вызвать человека. Я могу предложить простенькие вызовы и объяснить, как их надо ставить. Смотрите, вызов человека зависит от многих факторов. Одно дело ставить вызов на человека, который просто неделю пропал и не звонит, и вы с ним давно общаетесь, или у вас давно какие-то отношения. Другое дело, если человек год вас игнорирует, заблокировал везде. Это совершенно другая работа, один и тот же вызов с одними и теми же усилиями, он не подействует. То есть понадобится либо многократное повторение, многократная активация, либо надо использовать несколько ставов. Итак, и это также относится к срокам. Влияние ситуации на сроки. Если человек неделю где-то там с вами просто поссорился или обиделся, или просто исчез, это может быть и 2 часа, и сутки, и 3 суток. Ситуация, если человек месяц или год или 3 года к вам не проявлял никакой инициативы, вряд ли он выйдет на связь через 2 часа. Это может понадобиться и месяц. Ну, больше я там не рассматриваю так, что это не вызов уже. Надо более серьезную работу ставить, потому что вызов это очень слабо. Итак, вызов. Какие я использую вызовы, которые у меня работают. Есть такой вызов, я не помню, честно говоря, не знаю его автора. Он выглядит вот так. Это Геба, руна, которая стягивает людей на поговорить. Вот это, причем она не имеет верха-низа, за что я ее люблю. То есть, верха-низа нет, то есть это болталка. То есть она выводит человека на разговор с вами, какие-то вопросы. Очень легкая, хорошая руна. Потом внутри Дагас. Дагас, и еще ее рисуют как бы вот от этой точки. Что такое Дагас в данном случае? Это изменение ситуации, причем быстро. Я вам когда-то говорила, что есть быстрые руны, есть руны, которые очень долго раскручиваются. Дагас быстрая руна. Если есть возможность, да, может подействовать и час, и 5 минут, там, и день. Очень часто вот ее суть изображают так, что вот мы с этой точки подошли к ситуации, потом она перевернулась и пришла совершенно к другой ситуации. Поняли, да? Изменения. Вот, потом Райдо. Рисуется Райдо в правую сторону. Райдо это означает приход, появление, движение навстречу. Ну, многие авторы говорят, что надо рисовать, поворачивать картинку. Это если вы на его фото рисуете. Вот таким вот образом. Вот такой вот вызов. Вы можете его рисовать на себе с правой стороны. Поскольку то, что рисуется на правой стороне, это у правшей, то, вы рисуете то, что направлено на внешний мир, на какого-то там Васю, Петю, Сережу и так далее. Также это можно рисовать на его фото и на огурце. Ну, что такое огурец, я уже рисовала, но тем не менее буду повторять. Вот такое вот очертание. Пишется имя, дата рождения, не знаю что, все, что вы о нем знаете, под номера телефона, адреса. Это, кстати, очень хорошо нацеливает руну. И рисуете этот вызор где-то. Кто на голове, кто на сердце. Тут, по сути, любые варианты. Геба. Я рисую, не переворачиваю. Это же можно наносить на руку, на ногу, на себя, на его фото. Еще это
Вызов универсальный, и когда вы оговариваете вызов, надо сказать так. Силой данных рун, когда вы нарисовали, когда они уже существуют, Вася немедленно поговорил со мной или приехал ко мне. Иногда в вызов хотят запихнуть все, чтобы он звонил, писал, любил, хотел. Помните, что вызов — это всего лишь толчок человека к общению. И я еще часто ставлю, если огурец, и у вас какая-то сложная ситуация, таких огурцов надо иногда нарисовать много-много. И на каждый став навесить что-то одно. Ну, например, силой данных рун Вася немедленно поговорил со мной по телефону. Если вы думаете, руны любят конкретику. Поэтому, когда вы ставите какие-то руны, допустим, у вас предположение, что легче всего Вася может написать вам на Одноклассниках. Ну, например. Вот у него самый простой вид связи. Так и говорите. Силой данных рун Вася активно переписывается со мной на Одноклассниках. Указывайте какую-то точку отсчета, то есть какую-то конкретику. Если вы не уверены в этом, вы можете сделать несколько ставов, много ставов, и на каждую оговаривать разные виды связи. Руны любят конкретику. Еще есть такая заминка вот у меня лично, чтобы Вася позвонил. Знаете, много такого, что Вася позвонил, вы не услышали. То есть нам не надо, чтобы он звонил, нам надо, чтобы он с нами разговаривал, или пришел к нам, или приехал к нам. Помните, что человек, который находится с вами на расстоянии, в огромной ссоре, или у него там есть женщина, просто так он к вам не приедет. Максимум, на что вы можете надеяться, это его выход на связь, какой-то разговор или переписка. Также оговаривайте это в ставах. Силой данных рун Вася написал мне и активно общается в мессенджере Фейсбука, например. Можно, конечно, его вызывать на приезд, но в некоторых случаях это просто трата времени, нужно ставить другие работы. Дальше, в помощь. В помощь также я люблю этот став на действие. Это на тоску, однако он также принуждает к действиям. Что в этом ставе есть? В этом ставе есть принуждение, наутизм. В этом ставе есть ансус, внушение мыслей. В этом ставе есть зеркальная вунью, то есть грусть, печаль. Еще авторы как указывают на руну Лагус, та, которая подключает какие-то мысли, предчувствия, вот саму тоску. Многие видят в этом ставе еще Турисас, Тейвас. Тейвас, который, собственно говоря, побуждает к действиям. Это также руна, которую можно наносить на себя и можно наносить на огурец. С оговором, силой данных рун Вася скучает и немедленно прислал мне смс. Например, так. То есть я ее также использую как вызов. Так, это один. Это второй и третий. Есть еще всякие вариации вызовов. Например, такой. Рисуется по кругу вокруг человека. Это тут он. Некоторые пишут его имя, некоторые фотографию в центр помещают. А тут рисуются наутизы. Так вот. И также оговор, то есть силой данных рун Василий немедленно поговорил со мной, немедленно приехал ко мне, немедленно написал мне на
почту такую-то, такую-то. Даже хорошо, если вы знаете его телефон, свой телефон. Вот вписывайте как можно больше подробностей. Как активировать руны, меня спрашивают, поскольку у меня было видео до этого, в котором руны активировались, рисовались исключительно на теле. Ну как? Вот вы создали какой-то став, да, ну допустим, вот. Это такая заготовка. Теперь мы вырезаем. Этих заготовок может быть много. Потому что одного... Да, еще такой момент. Когда вы рисуете руну вызова себя на руке, на правой стороне, напоминаю, вы активируете автоматически силами своего тела. И идентифицируете также этот став силами своего тела. То есть он идет к вам, а непонятно кому. Он тоскует по вам, а непонятно по ком. Однако, если вы сжигаете ставы, я активирую вызова исключительно сжиганием. Поскольку огонь это самая быстрая стихия. Но опять же, что сжиганием. Можно проводить над свечой как активизация огнем. Можно проводить, можно сжигать активацией сжиганием. Потому что есть разные точки зрения. Некоторые, как он может действовать, если он сгорел. У меня действует. Есть активация водой. Когда засовывают воду, и пока вот это все не растворится, считается, что став активируется водой и закручиваются этой стихией. Можно закапывать в землю, можно закапывать в соль, можно также ваш цветочек закопать, вот как земля. Активация дыханием, то есть вы поднесли так к рту, дунули, хорошо так выдохнули, сказали оговор. В оговоре сказали, чем вы активируете. Часто так говорят, так, активирую дыханием, активирую сжиганием. Можно говорить, можно не говорить. Можно активировать несколькими видами. Допустим, вы очень-очень хотите, чтобы этот человек позвонил, говорите, на один листочек говорите, чтобы он позвонил, активирую сжиганием, на другой дыханием, на третий землей. Единственное, что если вы активируете сжиганием или огнем, не надо активировать водой. Эти две стихии, они друг друга не любят. Как это делается? У меня есть такой вот тазик, почерневший от работы. И вы берете, нарисовали. Тут помним имя, дата рождения. Вася. 1 сентября 92 года. Рост 170. Вес 58. Я знаю там. Киев. Анапа. Адрес такой-то. Вот, берете, нарисовали, посмотрели. Да, идентификация. Вообще-то вызова полагается обводить кровью или слюной. Почему? Потому что Вася может дернуться и пойти куда-то в другое место. У меня для этого вот есть такая кисточка, вот, нулевая. Я ей обвожу эти ставы. Хотя у меня лично работали эти ставы и без идентификации. На намерение. Там я просто говорю, кто должен идти, кому должен идти. И как можно большее количество подробностей. Вася такой-то, такой-то идет к Мане, такой-то, такой-то, родившийся тогда-то, тогда-то и так далее и тому подобное. Хотя же говорю, что в идеале все-таки лучше кровью. Кровь эту можно разбавлять из пальчика. Вот. Ну, желательно все-таки, чтобы это была кровь. Потом вы берете, говорите, силой данных рун. Вася немедленно поговорил со мной по телефону 10 минут, ну, например. И сжигаете. Активирую сжиганием. Все. Иногда вам придется сделать таких вот сжиганий много-много, если вы хотите результата.
Я делаю сжигание. Можете дыхание, можете перечислить. Ну, вот я показала, как я дыхаю. Потом этот пепел ни в коем случае не в туалет, не в мусорку. Под деревце, там, где земля, там, где растут деревья, пусть сейчас зима, чтобы она попала в почву. Не на асфальт и не в канализацию. И не в какой-то там мусорный бак. То есть это вы возвращаете природе, этот пепел. И эта информация должна идти в природу, в окружающую среду. Желательно еще, конечно, бутылочку пива вылить под то же дерево. А может и пальчик проколоть, засунуть туда, чтобы это было уже и кровь вместе с пивом. Принести вот такой дар. Это не откуп, еще раз повторяю, потому что люди часто путают какие-то откупы. Мы не откупаемся ни от чего. Это мы как бы предлагаем рунам обратить на нас внимание, дружить с нами и так далее и тому подобное. Вот такой этот варианты вызовов, да, на тоску, вызов. Рай в данном случае не означает исключительно дорога, это также выйти вам навстречу, то есть идти к вам навстречу, общаться с вами. Ну, так вот, я очень люблю вот этот вызов. Так, следующее видео. Есть еще другие более сложные вызова, но они графически очень сложные. Я могу вам их назвать. Допустим, есть смерч от Робоса. Очень хороший став, но он такой очень закрученный. Попробуйте его нарисовать. Единственное, что там активируется кровью, да, вот как в этом ставе, да, активируется кровью только вот монас, человек. И эти ставы действуют одинаково на мужчин и на женщин, разницы никакой. Там также у Аробаса тоже в центре монас, который активируется кровью. Все остальные руны не полагается обводить кровью. Вот так. Это нюансы. У каждого става свои, надо вчитываться, изучать. Спасибо, до свидания. Будем продолжать изучать руны. А все мои контакты за обращение за платными услугами под этим видео.